Началась эта история много лет назад в одном маленьком провинциальном городке. Жила-была молодая семья, муж Сергей и жена Инна. Она мечтала о детях, он не очень. Хотел пока пожить для себя, успеют еще родить. Но она настаивала. И семья ее тоже. Папа девушки, к слову, работал каким-то начальником на местном режимном объекте и щедро спонсировал молодую семью. Ну и, соответственно, принимал в их жизни самое активное участие. «Давай, не жди!» — напирал он на зятя. «Мне внуки нужны. Рожайте, пока молодые. Мы с женой поможем». Сергея хоть такое вмешательство и раздражало, но и ссориться с тестем не хотелось, чтобы не перекрывать финансовые потоки. И решено было родить ребенка. Тем более, что за такое послушание была обещана им машина. Беременность протекала прекрасно. Будущая мать была счастлива, тесть с тещей тоже. Гордо всем рассказывали, что скоро будет у них наследник. А наследовать было что? Мама Сергея, Зоя Викторовна, а будущему малышу, соответственно, еще одна бабушка, тоже была очень рада, хотя никогда не настаивала. Считала, что молодые сами должны решать. Но тайком мечтала, конечно, внука или внучку понянчить. Но к ее голосу никто не прислушивался, особенно сваты. Ведь была она простой женщиной, медсестрой, растила сына сама, без отца. И как-то в расчет Зою Викторовну при решении семейных вопросов не брали. Сергей не то чтобы расстраивался сильно, но и восторга не проявлял. Сами захотели, сами пусть и возятся с ребенком. Его дело маленькое. Сделал дело и на работу. Через положенных 9 месяцев родилась девочка. То, что не пацан, это еще полбеды. Не знаю точно диагноз, но были у нее на лице какие-то уродства, заячья губа и что-то еще посерьезней. Молодая мать, естественно, в ужасе. Никто ж такого не ждал. «Уберите ее! Это не мой ребенок!» — кричала она. Родители Нины еще в большем шоке. Мечтали о наследнике, а тут непонятно что. Позорище на весь город. Ладно бы у каких-нибудь алкашей, наркоманов или нищебродов, но у них, уважаемых, обеспеченных людей, ясное дело, это генетика зятя или мамашки его. «Даже не думай забирать», — сказал дед с бабкой дочери, которые еще недавно обещали помогать с ребенком и обеспечивать. «И на развод подавай, а то так и будешь рожать от него уродов». И врачи еще отругали, что показали ей ребенка. Лучше бы сказали, что умер. Но Нина и так не собиралась забирать дочку. Тоже забыла, как настаивала на беременности. Хотя, может, и не забыла. Просто сломалась, когда и родители ее, и врачи в один голос говорили, что это ужас, а не ребенок. Нужно отказываться, потому что с таким не будет им нормальной жизни. А так, молодая, родит еще. «Девочка-то в чем виновата? Сынок», — сказала Сергею мать, та, которую в расчет никто не брал. «Справимся, выходим, свое же, родное. Ничего, сынок, ничего». И забрали они малышку, не бросили. Правда, пришлось им материнскую небольшую квартирку на такую же в соседнем городке обменять. Здесь им жизни не было бы. Родители Инны категорически запретили даже показываться им на глаза с этим вот, пригрозив проблемами. «Лучше уматывайтесь отсюда». Городок маленький, все друг друга знают. Проще было, правда, переехать. У Сергея профессия везде востребованная. Водитель. Зоя Викторовна, медсестра. Уволилась, чтобы с внучкой сидеть. В общем, не пропали. Прошло совсем немного времени, и Сергей с удивлением понял, что весь день, пока работает,
Скучает по своей дочурке, которую назвал Мариночкой. Думает о ней, ждет, когда опять увидит. Вечером сразу домой спешит, чтобы на руках покачать, искупать, спать уложить. Странно даже. Не хотел ведь ребенка. Не то что жена бывшая. Бывшая. Долго не отпускала Сергея боль. Как она могла бросить дочь, его? Как могла предать? Вот уже несколько месяцев прошло, а она ни разу не объявилась, не спросила о девочке, как живут, как будто не было их никогда в ее жизни. Со временем стало немного легче. Друзья из того города, где раньше жил, навещали. Там все близко, здесь новые появились, поддерживали как могли. Мать его в Мариночке, внучке, души не чаяла, пылинки сдувала, книжки читала, песни пела, про далекие счастливые края, про принца, который там ждет ее, свою прекрасную принцессу, про радость и свет, про Бога, который так ее любит. Малышка улыбалась ей в ответ кривой, уродливой улыбкой. И счастливым светом искрились детские глаза. У Сергея наворачивались слезы. Принцесса, его маленькая принцесса, такая... А через год он познакомился с Ариной. Встретились они банально в магазине. Сергей покупал там пиво, чтобы отдохнуть с друзьями. И замер, увидев девушку небесной красоты. Так ему тогда показалось. Правда, небесная красавица покупала какую-то банальную картошку с морковкой и другими овощами, а не манну, как ей положено. Но это его не смутило. Подошел, познакомился, до дома ее проводил. И завертелась. Понравились очень друг другу, встречаться начали. Прошло совсем немного времени, и Сергей почувствовал, что без Арины своей ни жить, ни дышать не может. И она к нему далеко не равнодушна. Но беда. Не мог Сергей девушке о дочери своей сказать. Боялся, что потеряет Арину. Домой к себе не приглашал под разными предлогами. Мать болеет и еще что-нибудь. Встречались в скверах, парках, как подростки, в кафе. У друга на квартире, когда тот в отъездах был. И разрывалось сердце между любимой дочерью и любимой женщиной. Сил не было из этого выпутаться, хотя мать и говорила: «Скажи, сынок, если любит тебя, неужели уйдет?» Так Инна тоже любила. Любила ли? Пока однажды вечером не раздался звонок в дверь. «Привет!» Это была она. «Привет! Долго ты еще будешь от меня Мариночку свою прятать?» «Ты все знаешь?» Арина знала. Уже какое-то время знала. Друг Сергея рассказал, Мишка. Хотел помочь парню. И правильно сделал. Она ждала, что любимый сам решится, но он тянул. Сергей стоял в дверях кухни и смотрел, как суетится у стола радостная Зоя Викторовна. Угощает гостью всем, что было. Та смущается, а на руках у нее сидит его Маринка. Играет ее кольцами, что-то лопочет. Арина прижимает ее к себе, и смеются они, как будто давно знакомые и родные. Сергей тихонько вышел. Не мог сдержать счастливых слез. Скоро они поженились. Через год родился у них сын, Женька. Радости не было конца. Мариночка не отходила от маленького брата, как и бабушка. Песни ему пела, игрушки совала. А Зоя Викторовна все повторяла: «Какая я счастливая! Какие мы все счастливые!» Они и правда были очень счастливы, так и жили, в любви и этом счастье. Когда Марина подросла, сделали ей пластическую операцию, друзья помогли. И стала она и правда принцессой, и жизнь ее стала сказкой. Встретила своего принца, и сейчас замужем давно, свои дети у них. И Женька женился. Сергей с Ириной пожилые, внуков нянчат,
и любят друг друга, как тогда, в начале. Ни жить, ни дышать друг без друга не могут. А Зоя Викторовна умерла. Дожила счастливо до старости и тихо ушла, спокойная за своих любимых. Хотелось бы мне на этом и закончить свою историю, но, увы, есть у нее и другая сторона. Инна. Родители ее года через 4 после начала истории развелись. Отец нашел себе помоложе, потом заболел раком. Молодая жена ушла. Попытался он вернуться домой, а бывшая с дочерью не приняли. Так и умирал в одиночестве, где-то в больнице. Мама Инны тоже уже скончалась, но позже. Инсульт. Не выдержала, наверное, ужасов, которые с дочерью происходили. Вскоре после отказа от Марины Инна начала пить. Сначала умеренно, потом больше. Дальше вообще из запоев не вылазила. Из красивой женщины превратилась в опустившуюся бродягу. Однажды, лет через 10 после того, как Сергей на Арине женился, нашла как-то адрес и приехала к нему. Наверное, сердце все же болело за дочь, и совесть не могла успокоиться. Он ее даже не узнал, а потом на кухню позвал, жалко стало. Но увидела Инна его Аринку, Маринку свою, которую бросила когда-то, Женьку, таких счастливых, закрыла лицо руками, развернулась и уехала. И в такой запой ушла, после которого и умерла. Тогда и мать ее тоже не выдержала. Вот такая история. И радостно за первых, за Сергея, Арину, стареньких уже, Зою Викторовну, которая ушла в радости и покое, за Женьку, за Марину, здоровую сейчас и такую счастливую. И сердце болит за Инну. Ведь не конченый она была человек, сама себе простить не могла, потому и пила. Но сломалась, испугалась, родителей с врачами послушала и так страшно ушла.